Итак, друзья, сегодня вы в гостях у нас в спортивном зале «Локомотив». Как видите, у нас здесь есть не только армрестлинг, есть и акробатика спортивная, есть вольная борьба, вы видите ковер. Но поговорить мы сегодня хотим о нашей железной девочке армрестлинга ростовского, а в скором времени, наверное, мирового, Любе Харченко. Вот сейчас вы видите, как она идет бодрым шагом мастера спорта на тренировку. Люба, привет. Расскажи для начала всем, как ты попала вообще в армрестлинг. Всем привет. Это очень долгая история. Я вообще до этого, можно сказать, 4 года занималась спортом, можно сказать, любительским. Занималась у себя дома в маленьком городке, у себя дома, используя там пол, стены. Потом мне далее захотелось уже попробовать себя в каком-то виде спорта. Я до этого занималась и кикбоксингом, и другими видами спорта. Потом мне в универе, в университете, где учусь, один знакомый предложил сходить побороться в зал. Сказал, что там есть одна девочка, которая тоже занимается. Предложил мне с ней побороться. Я позанималась где-то месяц там в зале. Потом я узнала, что проходят соревнования как раз в моем городе, где я живу. Я туда пришла, вообще думала, что раз я имею очень развитые силовые свои показатели, я думала, что я как-то займу место какое-то там первое, всех поборю, я была в этом уверена. Но когда я пришла, оказалось, на самом деле, какие-то силовые показатели, и, там, мышцы, мускулатура – это не главное. Меня это заинтересовало, как нужно правильно бороться, техника и так далее. И во время этих соревнований меня заметил мой тренер сейчас, Иван Доброрезов. Сказал, что я вижу твой потенциал, приходи заниматься в «Локомотив» зал. И как раз в это время у меня совмещалась учеба, начиналась, я совмещалась с тренировками. Начинала я свои тренировки с умения подтягивания, до этого я не умела, к примеру. Мой план тренировок резко поменялся, потому что до того, чем я занималась, очень отличается какими-то определенными, нагрузками в армрестлинге. Поначалу у меня, конечно, не получалось, у меня техника тоже очень хромала. Со временем сейчас я уже улучшила свои показатели во всем, не только даже в армрестлинге. Других видов спорта немножко. Расскажи, пожалуйста, вот ты же выступала еще у нас по пауэрлифтингу, по гиревому спорту. Давай начнем с пауэрлифтинга. Где ты выступала, какие результаты показывала? Расскажи. Вообще, я всегда как-то мечтала выступить на соревнованиях, но как-то я думала, что в Ростовской области как-то не особо развит этот вид спорта. И я через одного человека, можно сказать, меня нашли, предложили поучаствовать первый раз, это был ноябрь 2015-го. До этого я занималась в своем зале, я любила делать постоянно становую тягу, каждую тренировку. Я уже работала тогда, получается, все лето, с августа, уже с весом 120 килограмм делала. И все время нарабатывала присед, также жим. И вот меня так заинтересовали эти соревнования, я поучаствовала, получила море удовольствия, меня этот вид спорта тоже затянул себя. Потом у меня были вторые соревнования, это зимой, получается, в начале февраля 16-го, как раз перед чемпионатом России. Я даже не знала, куда больше готовиться. Но я поучаствовала в этих соревнованиях, сделала становую 160 килограмм. Мне немножко не хватило до 170. Этот результат очень высокий. Я выступала в категории юниоров, но если бы я выступала в открытой категории среди взрослых, то я бы заняла первое место. В этой категории тоже первое место, но мой показатель даже был выше, чем в взрослой категории. Сейчас самое главное у меня приоритет сейчас армрестлинг, но
когда я выполняю свою программу уже до конца, я люблю в конце каждой тренировки работать на ноги. Я также иду делать становую, иду делать присед. То есть меня не останавливают эти нагрузки по армрестлингу. И, можно сказать, немножко отличие от остальных армрестлеров, которые здесь занимаются, это то, что я качаю ноги, низ. Редко увидишь армрестлера, который этим занимается. И для иллюстрации слов Любы мы сейчас покажем вам запись с предыдущей тренировки, где мы с ней установили небольшой рекорд, ее личный рекорд в становой тяге. Она увеличила свои показатели больше, чем на 10 килограмм от официальных соревнований, в которых она участвовала. Конечно, этот рекорд не официальный, он не зафиксирован судьями, и делаем мы его, чтобы просто психологически пройти барьер тяжелых весов. И также Люба очень хочет в итоге побить рекорд Сары Бекман в становой тяге. Есть у нее такая цель, но я думаю, впрочем, об этом она сама расскажет в дальнейшем. А пока, после хорошей разминки, прошу смотреть, любить и жаловать Любин личный рекорд в становой тяге. Сначала мы хотели пойти на 170 килограмм с Любой, но потом она сказала, что полна решимости, и решила установить на штанге вес 175 килограмм. Рекордный на сегодняшний день для нее вес. Итак, пробуем. Вес был взят с запасом, с очень хорошим запасом. Стало понятно, что есть еще куда расти, и запас сил есть в становой тяге. Дальше на этой тренировке Люба выполнила серию приседаний, а мы с вами возвращаемся к армрестлингу. А скажи, пожалуйста, кто для тебя является, не кумирами, а, скажем так, примерами для подражания в армрестлинге? Ну, из российских, если смотреть, для меня считается это Ирина Глаз. Я смотрю на ее борьбу, слежу за ее страничкой в соцсетях, смотрю ее тренировки, я восхищаюсь ею. Действительно, у нее высокий уровень выступления, и как бы хотелось бы, может, и побороться когда-то, перенять какой-то опыт. Ну, а если из зарубежных, то, конечно, можно сказать, не больше как в армрестлинге, а хочется как бы достичь этих результатов, может даже превзойти в силу их показателей, например, к Становой. А это у меня из зарубежных, это Сара Бекман. На данный момент я делаю Станову 175. В ближайшее время, может, через год, Сара, я тебя перегоню. Ну вот, друзья, Люба немножко рассказала вам о себе. Я хочу дополнить ее рассказ тем, что Люба занимается у меня всего год. Ну и вообще армрестлингом она занимается всего год. За это время она выиграла все, что можно в нашем регионе. Одерживала победы в соседнем регионе, в Краснодарском крае. И совсем недавно, в марте, первый раз выступила на чемпионате России по армрестлингу. Причем, являясь юниоркой, она выступила среди взрослых спортсменок. И ей не хватило всего 1 балл до выполнения звания мастер спорта России по армрестлингу. Поэтому я считаю, что за год у нее получился очень неплохой прогресс. То есть, видимо, я не ошибся, когда увидел в этой тогда еще худенькой, не накачанной девочке огромный потенциал, который в будущем, надеюсь, Ну и давай сейчас, наверное, нашим друзьям покажем несколько упражнений. Начнем с разминочки, да? Вот, покажем все наши секреты, которых на самом деле нет. Так да, которых нет. Попробуем, может быть, чем-нибудь удивить. Разминку мы всегда начинаем с подтягиваний, параллельным хватом на турнике.
Любе, конечно, как и всем девочкам, это делать тяжелее, чем мужчинам. Но тем не менее, как видите, она старается, и у нее довольно неплохо получается подтягиваться на перекладине. Что-то я забилась уже. После турника всегда идет разминка гантельками с небольшим весом, чтобы, как говорится, погонять кровь по венам. Ну и легкий такой получить пампинг. После разминки мы переходим к удержанию веса, к изометрической нагрузке. Делаем это на лавке скотта. И делаем это первым упражнением, поскольку у Любы имеются проблемы с жесткостью в борьбе. Достигается это статикой. После легкой разминки опять-таки идем пирамидкой на увеличение весов. И вот здесь Люба допускает ошибку с установкой кисти в этом упражнении. Я немножко ее поправляю, немножко направляю, куда должен идти вес, куда должна правильно распределяться нагрузка. И дальше мы увеличиваем и увеличиваем рабочие веса. Где белоснежная вилка? Заканчиваем упражнение на рабочем весе 35 килограмм. Как видите, это 3 десяточки и гриф вертикальный, который у нас весит ровно 5 килограмм. После статики мы переходим к тренировке предплечий на горизонтальной поверхности. Вот с одним весом Люба делает несколько подходов практически в полную амплитуду. Вес на штанге 65 килограмм. Как видите, хорошо получается, хорошо закручивается. Делает так 4 подхода и снова пытается побить рекорд уже в упражнении заворот кисти на горизонтальной лавочке. Вес на штанге большой, не каждому, так скажем, мужчине такой вес по силам. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Раз, два, три. Прямо держите, ровнее. Рома, ты выше держишь свой конус. Отпускаем. Закрепись, вот теперь крути оттуда. Крути. Хоть раз закрути. Ну подержи сейчас просто, статик. Не получается. После тренировки предплечий мы переходим к подъему штанги с изогнутым грифом на бицепс. Опять-таки здесь все начинается с легкой разминочки. Постепенно пирамидой увеличиваем веса, чтобы не получить, не дай бог, травму. Это делается всегда лучше всего работать пирамидой на увеличение весов. Как видите, уже когда дело даже доходит до 50 килограмм на штанге, Люба старается делать подъем без читинга. И совсем незначительный читинг у нее получается на подъеме веса 60 килограмм. Нет, все. Больше не могу.
еще сегодня. Если есть девчата, да? О, смотри. Не давали карту, нет? Что до конца не После бицепса мы делаем стягивание, так называем это упражнение. Служит оно для укрепления кисти и укрепления натяжки спиной в борьбе. У Любы тоже это проблемное место, не хватает ей в борьбе именно крепкой спины и натяжки, и не хватает удержания кистью соперника. Это упражнение она делает буквально на каждой тренировке. Паша, я поджопника сейчас дам. Становись. И, конечно, спарринги. Спарринги обязательны за столом. Сегодня это силовая работа у Любы. Девушек, к сожалению, у нас нет больше сейчас, поэтому Любе приходится бороться с парнями. Ну, как видите, даже некоторые парни воспринимают ее как достаточно серьезного соперника. И борются с ней, ну, не в полную силу, но напрягаясь. Конечно, сейчас мы показали вам всего лишь один из тренировочных дней Любы. Как видите, тренировки весьма лаконичные. Больше сейчас они направлены на улучшение силовых показателей. А в дальнейшем мы будем работать на выносливость, на технику борьбы, ну и на все прочие составляющие армрестлинга, которые необходимы для победы. Сейчас пока цель – это улучшение силовых показателей. Короче, сегодня тренироваться никто не хочет. У всех весна. У нас уже почти лето. Готовимся к лету, блин, за 9 дней. И сколько там осталось? Люба говорит, мне скоро платье одевать, а вы меня заставляете тут железки таскать. Да. Сейчас будем худеть, готовиться к лету. За 7 дней или сколько там На осталось? кардио? Да. Ну, расскажи про кардио тогда. Сейчас буду кардио делать. Сейчас сколько мне в голову придет, столько я сделаю. Ну, это минут 40, да? Это? Нет, сейчас. Может, Подумаю. 2 часа. Я серьезно, помнишь, что мама туда приходила, у меня... ты видишь, что она покраснела сейчас в этот момент? У меня было настроение, спросила, сколько мне бегать. Мне сказала, сколько там... Сколько? Минут 90, что ли, я бегала. Точнее, на репсе ходила. Да, Ой, хорошо такая быть спрашивала. молодой. Че, не отвечаю, я сделаю 2 часа кардио. Я даже за это в инсту выложила сегодня за фоткой. Только там на эллипсе 90 минут максимум, потом он выключается и заново идет. Нет вопросов. Ответ. 2. Есть вопрос? Да. Рубан, я помню, брал это. Это, у Лены. Я понял. Я забыл фамилию. Можно вопрос? Можно чем-нибудь? Давай сними, кто шире в плечах, Люба или я? Бля, вставай. Я же бодибилдер. Люба шире. Есть. Я пошел. Серьезно? Это вот так надо.
встаньте. Да я так... А не просто напрягаться или просто встань? Просто расслабься. Ну, одинаково, в принципе.